Центральный банк Узбекистана повысил основную ставку до 14%. Это не просто экономическое решение, это сигнал. Сигнал сверху вниз: терпите, тяните, платите. Секундомер равно 0.5 с. Формулировка звучит нейтрально, мол, боремся с инфляцией. Но инфляция — не вирус и не дождь с неба. Инфляция в Узбекистане — это результат ручного управления и накопленных проблем. Секундомер равно 0.5 с. Цены растут не потому, что ставка низкая, а потому что энергетика нестабильна, логистика сжата, а монополии чувствуют себя как в сауне, жарко, но расслабленно. Секундомер равно 0.5 с. Кредиты становятся недоступными. Обычные граждане больше не могут даже мечтать о своей квартире, машине или запуске малого бизнеса. Теперь, чтобы взять займ, нужно не экономическое обоснование, а родственные связи. Секундомер равно 0.5 с. Выгоду получают банки, особенно те, кто аффилирован с крупными фигурами. У них доступ к деньгам не прекращается. Их процент не тот, что в официальных сводках. Секундомер равно 0.5 с. А что простому человеку? Кредит под 14% — это не шаг вперед, не развитие. Это зависимость. Это повешенный долг, от которого потом не спасет ни выезд за границу, ни продажа имущества. Секундомер равно 0.5 с. Промышленность тормозится. Предприниматели снова сворачивают бизнес. Некоторые — навсегда. Секундомер равно 0.5 с. Когда ставка становится дубинкой, а не инструментом, это уже не экономика. Это форма давления. Секундомер равно 0.5 с. Власти говорят, идет рост, все под контролем. Но на улице контролируют не цифры, а цены. Секундомер равно 0.5 с. На базаре стоимость картошки и мяса расскажет больше, чем пресс-релиз Центробанка. Секундомер равно 0.5 с. Ставка 14% — это способ сказать: мы решаем, сколько вы должны стоить сами себе. Секундомер равно 0.5 с. Ипотека под 14% — это приговор. Микрокредит — это долговая яма. Секундомер равно 0.5 с. Даже если вы работаете и платите налоги, все равно окажетесь в минусе. Потому что ваша реальность не совпадает с табличками в министерствах. Секундомер равно 0.5 с. Никто из тех, кто писал проект этого повышения, не живет на минималку. Никто из них не брал кредит на лечение ребенка. И никто не думает о том, что хлеб подорожал на 200 сумов. Секундомер равно 0.5 с. Повышение ставки в условиях, когда бизнес и так еле дышит, это как требовать забега от человека с переломанными ногами. Секундомер равно 0.5 с. Это не антикризисная мера. Это фискальный зажим. Это попытка заткнуть дыру в бюджете за счет живых людей. Секундомер равно 0.5 с. И никто не скажет прямо, что ставка станет 16%, если понадобится. Секундомер равно 0.5 с. Потому что когда экономика не генерирует рост, власть начинает генерировать контроль. Секундомер равно 0.5 с. И самое страшное, никто не протестует. Никто не выходит. Секундомер равно 0.5 с. Потому что людей убедили, что так везде. Секундомер равно 0.5 с. Но это ложь. Так не везде. Секундомер равно 0.5 с. И если сейчас не называть вещи своими именами, завтра поднимут не только ставку, но и порог тишины. Секундомер равно 0.5 с. И в этой тишине слышно только одно: терпите и платите. Секундомер равно 0.5 с.